Тренировка мышц стоп и голеней для предотвращения падений. Этот ролик последовательно демонстрирует каждое упражнение для мышц стопы и голени, входящих в программу развития опорной функции и предотвращения падений. Прежде чем мы начнем, убедитесь, что у вас под рукой есть устойчивый стол и стул, специальные ленты для упражнений на сопротивление, стеклянные шарики марблс и кружка или чашка, чтобы их сложить, широкая резинка, два специальных устройства, аппараты Arch Exerciser и Foot Gym, опционально. A foot gym device. This is also optional, so don't worry if your therapist hasn't provided you with this. Упражнение первое. Вращение голеностопа. Сядьте на стул так, чтобы вам было удобно. Одну ногу поставьте на пол, вторую оторвите от поверхности и держите на весу. Совершайте вращательные движения по часовой стрелке. Двигайтесь медленно и плавно. Используя мышцы голени, старайтесь, чтобы круг получался как можно больше. Повторите 10 раз, затем опустите ногу на пол. Проделайте упражнение второй ногой. Совершайте вращательные движения по часовой стрелке. Помните, движения должны быть медленными и плавными. Используя мышцы голени, старайтесь, чтобы круг получался как можно больше. Повторите 10 раз. Затем опустите ногу на пол. Теперь снова поднимите первую ногу. Вращайте, используя мышцы голени против часовой стрелки. Также медленно и плавно, стремясь к тому, чтобы круги были максимально широкие. После того, как сделаете 10 вращений, опустите стопу на пол. Повторите то же упражнение 10 раз второй ногой. Совершайте вращательные движения против часовой стрелки. Помните, движения должны быть медленными и плавными. Используя мышцы голени, старайтесь, чтобы круг получался как можно больше. Повторите 10 раз, затем опустите ногу на пол. Вращение голеностопа. Выполните по одному подходу, включающему 10 круговых движений каждой ногой. Для выполнения следующего упражнения потребуется лента для упражнений на сопротивление. Закрепите эластичную ленту для упражнений на сопротивление вокруг устойчивой ножки стола так, чтобы она растягивалась горизонтально, параллельно полу. Убедитесь, что закрепили ее надежно. Упражнение второе. Повороты голени, движение внутрь. The first exercise is ankle inversion or turning in. Сядьте на стул рядом так, чтобы вам было удобно. Ваши ступни должны стоять на полу. Проденьте ступни в петлю, образованную свободным концом ленты. Петля должна охватывать вашу стопу посередине, у основания большого пальца. Упритесь пяткой в пол и плавно отводите ступню от ножки стола за счет напряжения мышц внутренней стороны стопы. Вы должны сделать 3 подхода по 10 повторений. Перерыв между подходами 30 секунд. Упражнение третье. Развороты голени, движение вовне. Теперь возвратите ногу в исходную позицию и проденьте в петлю вторую стопу. Лента должна охватывать ее посередине, у основания мизинца. Упритесь пяткой в пол и плавно отводите ступню от ножки стола за счет напряжения мышц внешней стороны стопы.
Вы должны сделать 3 подхода по 10 повторений. Перерыв между подходами 30 секунд. Итак, вы выполняете 3 подхода по 10 повторов каждого движения для каждой ноги. Закончите 3 подхода поворотов, движения вовнутрь, прежде чем перейдете к разворотам, движениям вовне. Помните о 30-секундном отдыхе перед каждым следующим подходом. Когда вы сделаете все упражнения для одной ноги, поверните стул и повторите то же второй ногой. Упражнение 3. Тыльное сгибание, носки вверх. Сядьте на стул так, чтобы вам было удобно. Исходная позиция – стопы свободно стоят на полу. Не отрывая пяток от пола, приподнимайте носки настолько высоко, насколько сможете, и удерживайте так в течение 10 секунд. Затем плавно опустите стопы в исходную позицию. Через 10-20 секунд повторите подъем и удерживайте стопы в таком положении следующие 10 секунд. Снова опустите ступни на пол, еще 10-20 секунд отдыха, и снова поднимите носки, не отрывая пяток, и 10 секунд удерживайте как можно выше. Начните с 3 повторов по 10 секунд с 10-секундными интервалами. Если вы выдерживаете эту нагрузку без перенапряжения и мышечного дискомфорта на следующий день, добавьте еще один повтор. В идеале вы должны довести количество повторов до 10. При выполнении этого упражнения требуется только один подход. It does not matter if you never get to 10 repetitions. You only need to do one set of this exercise. Упражнение 4. Растяжка для передней части стопы, собирание шариков. Сядьте на стул так, чтобы вам было удобно. Рассыпьте на полу перед собой 20 шариков марблс. Используйте пальцы ноги, чтобы подбирать шарики по одному и складывать обратно в емкость, из которой их достали, пока они все не окажутся внутри. Затем снова рассыпьте шарики и повторите упражнение, теперь собирая их другой ногой. Если вам сложно подобрать все 20 шариков за один раз, соберите столько, сколько можете. С каждой тренировкой старайтесь наращивать количество. В идеале вы должны собирать все шарики по 2 раза каждой ногой. Сделайте по 2 подхода для каждой ноги. Вы можете использовать все пальцы ног, выполняя упражнения. По мере того, как ваши пальцы и стопы становятся сильнее, наращивайте количество шариков, пока оно не дойдет до 20. В идеале в течение одной тренировки вы должны собирать все шарики по 2 раза каждой ногой. Закончив упражнение, убедитесь, что все шарики находятся в емкости. Необязательные упражнения. Укрепление мышц стопы и пальцев ног с помощью arch exercise. Just skip to the toe stretching exercise with the rubber band. Вам понадобится специальный тренажер Arch Exerciser. Сядьте на стул так, чтобы вам было удобно. Положите тренажер на пол рядом с собой. Поставьте стопу на Arch Exerciser, расположив пятку на серой подушечке, а пальцы поверх пластмассового слайдера. Тяните слайдер на себя, используя пальцы и мышцы средней части ступни настолько далеко, насколько сможете. Затем медленно возвращайте в исходное положение.
Выполните 3 подхода по 10 повторов каждой ногой. You should have done 3 sets of 10 repetitions on each foot. The next toe Укрепление мышц strengthening стопы и exercise пальцев uses ног a с new помощью device фут-джим. called the foot gym. Данное упражнение также не является обязательным. Вам понадобится специальный тренажер фут-джим. Поставьте пятку на нижнюю часть тренажера, а пальцы ноги поверх эластичной полоски для тренировки. Начните с желтой полоски, обладающей наименьшим сопротивлением. Медленно натягивайте полоску настолько сильно, насколько сможете. Выполните 3 подхода по 10 повторов для каждой ноги. Начните с желтого валика. Выполните 3 подхода по 10 повторов для каждой ноги. По мере того, как вы становитесь сильнее, переходите к красному и зеленому валикам. Укрепление большого пальца. Для выполнения упражнения вам понадобится широкая резинка. Сядьте на стул так, чтобы вам было удобно. Исходная позиция – стопы на полу, близко друг к другу. Растяните широкую плотную резинку между большими пальцами. Медленно разводите стопы в стороны, не отрывая от пола, на максимально возможное для вас расстояние. Удерживайте максимальное натяжение за счет пальцев ног в течение 20 секунд. Затем медленно верните стопы в исходную позицию, постепенно снижая натяжение. Делайте 3 повтора по 20 секунд. Подъем на носки. The first exercise involves rising up onto your toes. Встаньте около стены и положите на нее обе ладони, чтобы удерживать равновесие. Исходная позиция – стопы на полу, на комфортном для вас расстоянии друг от друга. Медленно поднимайтесь на носки, как можно выше. Затем также плавно возвращайтесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 10 повторов с 30-секундным отдыхом между ними. Выполните 3 подхода по 10 повторов с 30-секундными интервалами между подходами. Если на следующий день вы не почувствуете мышечного дискомфорта, увеличьте число повторов при каждом подходе на 2. Старайтесь постепенно довести количество повторов при каждом подходе до 50, но ни в коем случае не пытайтесь сразу перейти к этому количеству. As you feel capable, keep increasing the number of repetitions by 2. If you can get up to 50 repetitions, do not increase the number anymore. And do not worry if you cannot get up to 50. Just do as many repetitions as you are comfortable with. Never increase the number of repetitions by more than 2 at any one time. Растяжка мышц задней части голени. Your calf muscles will need a good stretch. После предыдущей нагрузки мышцы голени нуждаются в растяжке. Встаньте так же, как при выполнении подъема на носки. Положите ладони на стену. Корпус и плечи выдвиньте вперед. Отставьте одну ногу на шаг назад от другой. Колени должны быть полусогнуты. Следите, чтобы ваши колени, бедра и таз были направлены вперед, в сторону стены. Опираясь о стену, постепенно выпрямляйте ноги до максимума. Задержитесь в верхней точке на 20 секунд, затем расслабьтесь и вернитесь в исходное положение. Отдохнув еще 20 секунд, повторите упражнение. Если вы еще чувствуете напряжение в мышцах, попробуйте отставить ногу немного дальше и выполнить растяжку еще раз. Через 3 подхода поменяйте ноги. Передняя теперь должна оказаться на шаг позади. Еще 3 раза повторите упражнение. Задерживайтесь в максимально напряженном состоянии на 20 секунд.
Следите за тем, чтобы задняя нога была по возможности прямой, а пятка касалась пола в течение всего упражнения. Следите за тем, чтобы ваши колени, бедра и носки можно было соединить линией, перпендикулярной плоскости стены. Выполните один подход из 3 повторов с задержкой верхней точки на 20 секунд для каждой ноги. Следите за тем, чтобы задняя нога оставалась максимально выпрямленной, а пятка не отрывалась от пола. Не забывайте, ваши колени, бедра и носки должно быть можно соединить линией перпендикулярной плоскости стены. Замечательно! Вы выполнили тренировку для предотвращения падений. Тренируйтесь так регулярно 3 раза в неделю.